Всем привет! Доброе утро, девочки! Вы на канале DevKitchen. Я Егор, и я продолжаю делать свою игру. В прошлом видео я рассказывал, как в игре устроена система атаки. А в этом видео я покажу, как атакующие приемы воздействуют на противников. Мы посмотрим, что внутри у системы воздействий. Погнали! Как я уже говорил в предыдущем видео, у каждой атаки можно указать набор агентов воздействия, которые будут каким-то специфическим образом воздействовать на цели, которые были задеты данной атакой. Конкретно в данном случае это импакт-агент, созданный специально для этой атаки, который мы сможем найти по уникальному идентификатору. Все импакт-агенты вписаны в конфиг. Здесь у них есть идентификатор и ссылка на префаб. Импакт-агент Component – это ключевой компонент этого объекта. В нем мы указываем, какие воздействия и к кому будут применены. Также тут есть следующие компоненты. Это компонент, отвечающий за создание запроса на применение какого-либо воздействия к найденной цели. Компонент, который говорит о том, что данный импакт-агент должен отрабатывать в core-апдейте. Track Transform компонент говорит о том, что импакт-агент будет следовать за каким-то внешним трансформом, который мы ему укажем. Последний компонент отслеживает пересечение импакт-объекта с различными игровыми объектами на сцене и пробует отметить их как цель для атаки. Как все это выглядит в коде? В компоненте атаки во время выполнения атаки создается специальный контроллер. Контроллер, который отвечает за выполнение импакт-агента. У себя внутри этот контроллер пытается создать запрос на создание импакт-агента. Передает ему при необходимости длительность своего выполнения, токен прерывания, трансформ оружия, за которым этот импакт-агент должен следить в случае необходимости, и отправляет его прямиком в специальный компонент, который содержит все запросы на создание импакт-агентов. У каждого объекта, который каким-либо образом работает с импактами и может применять какие-либо воздействия к другим целям, есть этот компонент. Компонент запросов. Его единственная обязанность – это предоставлять доступ ко всем запросам создания импактов. Как я уже говорил в ролике про игровой мир, вся внутренняя логика игровых объектов находится в их внутренних логических компонентах. А вся логика взаимодействия игровых объектов с другими объектами и с окружающим их миром находится в мировых системах. И запросы на создание импактов как раз-таки обрабатывает специальная мировая система. Эта система в качестве зависимости получает в конструктор вьюшку контроллера игрового мира и фасад импакт-агентов. Эта система у себя внутри обрабатывает только компоненты запросов на создание импакт-агентов. Я здесь не буду углубляться в тонкости оптимизации игровой логики, просто скажу, что операция, выполняющая эти действия, у меня кэшируется, чтобы когда она передавалась в игровой мир и применялась уже конкретным компонентом, каждый раз заново не создавался делегат. Эта операция внутри игрового мира применяется ко всем компонентам этого типа, и конкретно она просто создает импакт-агент с определенными параметрами и добавляет его в игровую локацию. Дальше уже работает конкретный компонент выполнения импакта. В данном конкретном случае на импакт-агенте для атаки меча висит компонент, который пытается применить импакты в core-апдейте. Для каждого импакта он пытается найти цели. И если такие были найдены, он создает запрос на выполнение импакта, который будет применен к этим целям. Запрос кладется в специальный компонент Execute Impact Request Component. Этот компонент просто содержит список импактов, которые нам нужно применить. За выполнение импактов отвечает отдельная мировая система. Она точно так же принимает на вход необходимые зависимости, кэширует операцию, применяемую к компонентам. И дальше в рамках своей внутренней логики она проверяет все компоненты, смотрит, есть ли в них запросы, если таковые имеются. Она создает данные, необходимые для выполнения этого импакта, и передает их экзекьютору. Импакт-экзекьютор – это класс, который знает, каким именно образом необходимо применить импакты к целям. У него есть интерфейс на все случаи жизни. У себя внутри, в конструкторе, в качестве зависимости он принимает список специфических экзекьюторов, которые уже знают, как применять конкретные типы импактов. А дальше у себя внутри в методе execute
Он пытается получить из списка доступных контроллеров необходимый для выполнения специфического импакта и вызывает у него также метод execute. На данный момент у меня реализовано 4 экзекьютора, каждый из которых выполняет специфическую операцию. Это нанесение урона, это оглушение, притягивание и отталкивание. Например, импакт, отвечающий за нанесение урона, пытается для всех целей получить компонент здоровья и отнять необходимое количество здоровья. И если цель была убита, то есть у нее здоровье стало меньше или равно нулю, этот экзекьютор помечает объект как уничтоженный. Также экзекьютору передается модель данных выполнения, в которую каждый экзекьютор может вносить какие-то данные, которые будут применяться к последующим экзекьюторам, которые будут применять импакты к этим же целям. Это нужно для специфических ситуаций, например, когда мы захотим сделать способность вампиризма, и нам нужно будет, чтобы в рамках одного удара мы нанесли урон цели и полечились на какой-то процент от нанесенного урона. Для этого у нас импакт нанесения урона отметит, сколько урона он нанес, а уже какой-то другой экзекьютор вампиризма прочитает это значение и посчитает, насколько нужно полечить нашего персонажа. Данные, необходимые для применения воздействия, хранятся в обобщенном классе, у которого внутри есть информация обо всех воздействиях. Но один конкретный экземпляр этой модели содержит воздействие только определенного типа. И конкретные экзекьюторы знают, к каким данным они могут обращаться. Такая модель данных создана для удобства конфигурирования воздействий. Чтобы я мог в одной модельке импакт-агента указать разные типы воздействий. Например, здесь я просто выбираю тип, допустим, push, и у меня подставляются специфические поля для этого типа воздействия. Указываю damage, у меня отображается damage. Указываю interrupt, у меня отображается длительность оглушения. Если я укажу пресет, от меня попросят указать идентификатор пресета. Как вы видите, вьюшка модельки меняется на лету в зависимости от того, какой тип воздействия был указан. Чтобы добиться такого эффекта, был создан специальный класс, отвечающий за отрисовывание этого параметра. У себя внутри он получает тип воздействия, который был выбран в модельке, и в зависимости от типа он отрисовывает специфическую вложенную модельку. И вот когда я нажимаю кнопку атаки, у меня срабатывает система атаки. Друг за другом запускаются атаки, которые были добавлены в текущую комбо-атаку. Для каждой атаки задан свой импакт-агент. Как вы можете видеть, этот импакт-агент создается, добавляется в иерархию. Этот импакт-агент был создан специально для первой атаки. Как мы можем видеть, он следит за позицией точки атаки. Вот он внутри. В каждом апдейте он следует за ней. И все противники, которые попали в его коллайдер, будут помечены как цели, и к ним будет применен импакт. А так это уже выглядит в боевой ситуации. Таким образом, эта система позволяет с помощью импактов создавать любые способы воздействия на своих противников и на своих союзников. А с помощью импакт-агентов создавать специфическую логику доставки этих импактов до цели. В данном конкретном случае мы рассмотрели специфический импакт-агент, который следит за оружием, за его точкой атаки и наносит урон всем противникам, которые попали под меч. Также мы можем создать стреляющего персонажа, у которого будет другой импакт-агент. Он будет не следить за оружием, а он будет иметь свою логику полета по баллистической траектории. И в момент создания он будет улетать вперед и поражать все цели на своем пути. Либо мы можем сделать импакт-агент для метеоритного дождя, который будет находиться где-то над игроком, создавать другие импакт-агенты, которые будут лететь сверху вниз и наносить урон при попадании по противникам. Либо мы можем сделать импакт-агент для цепной молнии, который будет по своей внутренней логике лететь от противника к противнику и наносить ему урон. Ну а на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. В комментариях вы можете написать, как бы вы реализовали подобную систему.
Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик и до встречи в новых видео.